Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня у нас 22 апреля 2025 год. Да, друзья, давайте посмотрим, что, где и как. Возобновились боевые действия практически по всей линии фронта. Ну, они, собственно говоря, не прекращались. Просто вот позавчера они были, скажем так, меньшей интенсивности, а так было, по сути дела, все то же самое. Так что за вчерашний день все оно пошло. Сначала рашисты провели несколько абсолютно дебильных, по-другому даже не скажешь, механизированных штурмов. Причем там смешанная шла техника, похожая на каракатицы, БМП обклеенные со всех сторон то фанерой, то дровами, то какими-то кроватями, то решетками. Короче, не пойми что. Оно все сгорело. Вот. Рядом с ними ехали мотоциклы, рядом же ехали обычные автомобили, не обклеенные вообще ничем. То есть это какая-то мешанина, какая-то не пойми что. Ну, вообще не похожая на вторую армию. И все это было полностью разбито дронами и артиллерией. Ссылочки будут внизу в описании к данному ролику, как и ссылочка на бои из Курской Народной Республики, где рашисты заявили, что они захватили мужской монастырь, Горнальский, если я так не ошибаюсь в названии. Они уже по нему там пару раз приложились довольно солидно. Вот, это монастырь РПЦ, это не монастырь нашей украинской церкви, это РПЦ чистой воды. И тут они заявляют, что они его освободили. Ну, я знаю, что такое освобождение по-российски, поэтому я ждал, думал, что-то здесь не так. Я еще вчера услышал вот этот пропагандистский штамп, что мы его освободили, бла-бла-бла, и ко-ко-ко. Ну, а сегодня пришло уже видео, которое вы можете тоже у нас на телеге посмотреть. Как оказалось, они освободили ту площадку, на которой раньше находился этот монастырь. На единственное не уцелевшее здание, а здание, у которого остались вообще стены, крыши уже не было, но стены еще были, они сбросили ФАБ-3000, то есть там вообще все разнесло нахрен. Вообще ничего не осталось. От монастыря, значит, просто зачищен под ноль. По-моему, там даже фундамент сдуло. То есть от монастыря осталось 0 целых. Да. И вот это, значит, они называют освобождением. Еще один момент, подобное же освобождение приходится наблюдать сейчас в Бахмуте, временно оккупированном путинскими бандитами. Но это просто аут. Они настолько, то, что они кровожадные, то, что они тупые, как дверь. Нет слов. Короче говоря, ходит рашист по Бахмуту, где нет вообще ни одного, не то что целого здания, все разрушено, вокруг разруха, просто ничего не осталось. Ни одного жителя местного, на улице ни одного человека. Ну, все убежали, когда российская армия начала подходить, все жители сбежали в свободную Украину. И, значит, он ходит и рассказывает, как они освободили, опять-таки. И говорит, вот посмотрите, как замечательно висят плакаты. Плакаты победобесия. Я так только смотрю, думаю, твою дивизию, вот у тебя в голове что-то есть? Ну, ты рашист, ну, у тебя же хоть, несмотря на то, что ты рашист, ну, у тебя же должны быть какие-то минимальные мозги, что ты показываешь руины, абсолютные руины, заваленную мусором дорогу и плакаты, смотрящиеся нелепо и дико абсолютно на этом фоне. Ну, видимо, для Раши. Это и есть русский мир, да? Плакаты на фоне полной разрухи, запустения и отсутствия людей. Ну, мир после людей. Это русский мир, да. Поехали дальше. За вчерашний день, как я уже сказал, боевые действия восстановились. 1130 уконтропупленных путинских федерастов отправились курсом русского военного корабля. При общем количестве путинских этих наемников, которые пришли в Украину убивать женщин и детей, но не шмогли, теперь составляет 943 060 голов. 4 танка туда же вслед за ними. Всего 10 683 и 19 бронемашин. Видите, атаки возобновились. Потери вернулись на место, в том числе и по бронетехнике. 19 бронемашин списано в утильсырье, теперь их общее количество 22 296. Также было уконтропуплено 26 артиллерийских систем. Имеется в виду артиллерия и минометы ствольная. Да, всего 26 689 штук. Ну и опять был путинский налет дронами. Мы уже к этому привыкли. Каждый день летит масса дронов.
Всего 118 было сбито за сутки прошедшие. Цифры говорят сами за себя. Путин пытается кошмарить тыл. Да, да, да. Ну, для чего он это делает, тоже коню понятно. Чтобы украинцы начали роптать, чтобы сказали, вот, Зеленский, заключай с Путиным перемирие на любых условиях, вот давай как. Ну, вот это вот для этого, собственно говоря, путинские бандиты и занимаются кошмарением тыла. Всего сбито 33 388 рашистских дронов. Также было, уже мы к этим цифрам привыкли, уничтожено 134, больше сотни. 134 грузовика, автоцистерны и так далее автотранспорта при общем количестве 45 458. Ну, мы об этом не раз и не два уже говорили, что эти пепелацы рашисты используют не только для логистики, их и там выбивают тоже хорошо, но и для походов в атаку для своих одноразовых чмобиков. Ну вот, как говорится, поехали они вместе со своими грузовичками в последний путь.